Привет, народос! Сегодня ролик без гитары, как вы успели заметить уже по началу кадра. И это не случайно, потому что я нашел прикольную приколюху, просто обалденный способ отработать некоторые свои пробелы в скоростной игре. И я не думаю, что здесь гитара понадобится, поэтому я вам расскажу об этом так. В общем, я вчера сел опять играть ту самую злополучную мелодию клэпа, то есть быстрое соло. Ну, я периодически это делаю, потому что интересно понять все-таки, где же кроется эта ошибка, почему 20 лет не получается сыграть нормально соло. И вот интересный момент, что я включил метроном где-то, на какой-то маленькой скорости, не совсем маленькой, скажем так, среднего темпа. И, грубо говоря, знаете, как завис, что-то я так отвлекся, и, в общем, маленький кусочек соло, там буквально, ноток 15, я играл зацикленно в этом темпе. Я не думаю, что сейчас сам темп важен, но сама суть. Я играл и вспомнил фразу одного из комментаторов и зрителей, да, кто комментировал мой ролик вот недавний, что надо блоками и кусочками доводить до дикого автоматизма. Но от слова автоматизм было понятие растяжимое. Вот я сел, начал отрабатывать, зациклил. То есть, грубо говоря, знаете, как вот закрыл глаза, такой играю. Я понимаю, что я уже делаю это на автомате. Это проходит буквально, 5 или 10 циклов, да, повторов этого маленького соло. И в какой-то момент я понимаю, что я стал в голове, то есть, знаете, как будто закрыл глаза, и в памяти, либо, скажем так, в параллельной, да, какой-то вот реальности, я это же самое, что играю, я играю, вот закрыв глаза, только партитурами на грифе. То есть я как будто бы вижу в голове, в глазах, в закрытых глазах, да, я вижу эффект, что, например, сейчас после третьей струны четвертая на третьем ладу соскальзывает палец на второй, да, играется струна, потом четвертая струна, пятая, то есть я все действия проиграл в голове. И каково же было удивление, что я с этого момента как будто переключился в новый режим игры и стал, достаточно прям чисто и точно играть этот участок. Интересное наблюдение, интересный момент. Я уверен, что этому также есть какое-то наверняка музыкальное объяснение, может быть профессиональное, может быть психологическое какое-то. Кстати, напишите в комментах, кто точно знает, что это применяется в музыкальной школе. Но получается так, что вся суть игры не просто заучить автоматом, потому что когда учишь автоматом, я не уверен, что все-таки это срабатывает, потому что мозг как будто бы отключается. Но автоматом, когда у тебя в голове, то есть ты как будто руки не чувствуешь, но в голове играешь то, что ты играешь руками. Я не знаю, получилось ли мне вам объяснить это настолько точно, чтобы вы воссоздали это, но на всякий случай еще раз давайте. Я закрываю глаза, включаю метроном, играю, например, 10 ноток какого-то соло, и часть этого соло, которая закончена, можно зацикливать. Я это играю под метроном, все, я поймал ритм, темп, все, я играю. В какой-то момент, я не знаю, сколько это у вас будет повторов, может быть 5, может быть 20, может быть 50, не знаю, на расслабоне играю. Я это воспроизвожу, и бах, я то, что играю пальцами, как будто стал видеть глазами. То есть я закрыл глаза и начинаю воссоздавать эту игру. Причем обгоняя на какую-то, наверное, миллисекунду. И этот обгон, по сути, позволяет, наверное, четко понимать, куда твой палец пойдет дальше. И вся рука, и весь блок. Наверное, в этом прикол и фишка. То есть играю, поймал момент, что я вижу гриф глазами, несмотря на него, закрыл глаза, воспроизвожу и чувствую, что сейчас, средний палец пойдет, например, на третий лад, соскользнет и получится на втором ладу останется указательный палец. И тут же вот я чувствую, что пойдет опять средний палец пойдет на третий лад четвертой струны, например. Все. И в этот момент ты не ошибаешься. То есть ты играешь соло, и все проходит. Блин, очень интересно. И
Конечно же, если у кого-то из вас получится это воссоздать, напишите, пожалуйста, потому что у нас не решена загадка до сих пор. Как же все-таки спустя 500 тысяч лет научиться играть что-то одинаково, точно, ровно и гладко? Я повторюсь, это, скорее всего, наверное, вечно незаконченный эксперимент. Но я уверен, что профессиональный музыкант в голове четко осязает, что он играет сейчас. Я не верю, что есть полный автоматизм. Нет, мы физически можем это воспроизвести. Но я не уверен, что полная автоматизация именно вот без раздумий позволит все-таки не ошибиться. Как-то так. Что скажете на этот повод? Надеюсь, было интересно. Поэтому гитара не нужна, потому что сейчас я буду вам показывать этот отрывок. Ну, что изменится, да? Вам все равно будет взять гитару. И я уверен, что после этого вы захотите взять гитару. Ну, вот такие дела. Ну, не буду записывать долгий ролик, потому что все жалуются, что больше там 5-7 минут. Но все равно никто не смотрит больше 5-7 минут, поэтому это тема для рассуждения, для обсуждений и ваших экспериментов. Пожалуйста, напишите, будет интересно. Всем пока.